Найт-Сити – это пространство, воспроизведение воображаемого. Этот город подобен заводам по переработке отходов, которые сегодня перерабатывают повсюду. Мечты, фантазмы, сказки, легенды и истории, как детей, так и взрослых, являются отходами, токсичными испражнениями гиперреальной цивилизации. Той же цели утилизации служат и все заведения по восстановлению сексуального, психического и соматического здоровья, которыми изобилует Найт-Сити. Люди разучились обращать внимание друг на друга. Теперь для этого необходимы различные общества, соцсети и клубы. Они больше не прикасаются друг к другу, но существуют брейн-дансы. Они больше не путешествуют, не занимаются сексом, не прогуливаются и так далее. Шутка ли? На весь город всего 4 особи легкого поведения, которые готовы предложить классический секс, и совершенно не факт, что в мире идеальных и виртуальных наслаждений это всего-навсего игровая условность. Всюду восстанавливают утраченные способности или деградирующие тела, или потерянную коммуникабельность, или утраченный вкус к еде. You look like a cut of fuckable meat, are you? Это не описание Найт-Сити, и эти слова не имели никакого отношения к Киберпанку 2077. Этот абзац был написан французским философом Жаном Бодрийяром в 1981 году в своей книге «Симулякры и симуляции». В оригинале шла речь о Диснейленде и Калифорнии. Мы всего-навсего заменили парочку названий и дописали одно предложение. Но даже читая изначальный текст, невозможно не удивиться, насколько хорошо описанное подходит как для мира видеоигры, так и для нашего с вами. В этой серии видеороликов мы постараемся разобраться в философии Киберпанка 2077. Мы поговорим о симуляциях и тенях, о Платоне и стенах. Мы побеседуем о Боге, технологиях и о том, почему не стоит еще раз распинать Иисуса. Автор этого цикла – Александр Митчук. Озвучит из колонок для вас закадровый Дмитрий Зубарев. Начнем. Sovi, are you willing? Yeah, I'm in. The world's fucked in the head. Do whatever it takes to stop them, defeat them, gun them. Добро пожаловать на канал Time Video Game. Это первая часть философского разбора Киберпанк 2077. Цикл создан благодаря финансовой поддержке наших зрителей на Patreon и Boosty. Все ссылки вы можете обнаружить в описании. Не будет преувеличением сказать, что именно цепочка квестов «Уличное правосудие», «Знамения Ионы» и «Страсти» вдохновили на написание данного материала. Очень кратко очертим основные события. Побочное задание начинается как обычный заказ на устранение серийного убийцы по имени Джошуа. Вместе с тем, вскоре оказывается, что за время своего пребывания в местах заключения тот успел искренне уверовать. Сомневаться в этом не приходится, тем более, что кроме покаяния перед семьями убитых, у Джошуа также есть план, как вновь распространить идеи Христа среди людей. Маньяк метко отметил, что наибольший интерес к нему в прессе возник именно после новообретенной веры в Бога. Следовательно, у него есть уникальная возможность напомнить массам об Иисусе путем добровольного распятия.
Это станет основой для создания так называемого брейнданса, чего-то вроде фильма в виртуальной реальности с имитацией всех ощущений. Убийцу все равно ожидает смертная казнь, почему бы не провести последние минуты, занимаясь общественно полезными и, как ему видится, богоугодными делами. Tale of repentance, redemption, and rebirth? Been on TV 1,000 times, probably. I'm usually asleep before it's half over. This won't be TV. This will be entirely different. Коль скоро вера Джошуа крепка, намерения непоколебимы, а искренность неоспорима, то и зрителей это может потрясти достаточно, чтобы они пробудились. Нельзя не отметить, что некая логика в этом все же присутствует. Проведя какое-то время вместе с Джошуа, обсуждая его взгляды и планы, мы в финале обнаруживаем себя на съемочной площадке. Джошуа волнуется, но не отступает. Мы можем поддержать его совместной молитвой и по его же просьбе стать палачом, прибивая человека к кресту. Квест может заставить не одну минуту просидеть у экрана над обдумыванием произошедшего и над тем, какой выбор следовало бы сделать в этой ситуации, несмотря на то, что выбора у нас в сущности нет. And please, just stay by my side. All right. Сама игра выстроена таким образом, чтобы заранее ограничить возможные неправильные прочтения. Мы не можем отговорить Джошуа от избранного им пути, наши реплики мало влияют даже на ход диалога. Отказаться от квеста можно, но единственное, чего мы добьемся, так это того, что не будем свидетелями произошедшего. Мы можем не приколачивать Джошуа к кресту, но за нас это сделает другой человек. Мы можем попытаться отговорить студию от выпуска брейнданса, но на это никто не пойдет, судя по тому, что реклама этого художественного произведения продолжит маячить на улицах. Мы можем даже убить Джошуа при первой встрече, но и это мало что поменяет. No, stop! Stop the killing! They're here to kill you! Что же произошло в сущности? Для начала вынесем за скобки вероятное обвинение Джошуа в гордыне, корыстных целях и искажением своего места в мире. Какими бы его интенции ни были, произошедшее, по сути, является признаком начала конца для христианской веры во вселенной игры, ну или же ее существенного кризиса. Каждый может воспринимать этот самый кризис по-разному. Как естественное развитие вещей, как что-то негативное, неважное, или даже как что-то предпочтительное и ожидаемое. Мы сконцентрируемся на самом процессе деградации этой религии, на кризисе, наличие которого бросается в глаза. Как минимум, если рассматривать все, опираясь на труды процитированного нами во вступлении французского философа Жана Бодрияра. Еще Платон в «Диалоге государства» описывал то, что люди могут судить о мире лишь по смутным теням. В «Диалоге Софист» Платон рассуждает о скульпторах, которые намеренно искажают пропорции статуи, создавая верхнюю половину более крупной, чтобы наблюдателю на земле она показалась красивой и пропорционально верной. Искажение истины, дабы она казалась обывателю более точной, он воспринимал и как черту философов. Об искажении реальности писал и Ницше. Бодрияр же развил этот концепт и обозначил уже существовавшим на тот момент словом «симулякр», искаженной имитацией оригинала. Он же описал процесс трансформации чего-то реального в знак и следом в симулякр. Вообразим же себе некий объект, любой, будь то человек, событие или явление в обществе. В случае с киберпанком таким человеком и одновременно событием будет и Иисус, и его распятие. Первое же отражение этого события, его интерпретация, именуется знаком, либо образом. Это может быть фото человека, портрет, заметка о нем. В случае с распятием Иисуса знаком являются Евангелия, описание жизни, казни и воскрешения Мессии. На следующем этапе интерпретации знак уже содержит в себе куда большее искажение изначального события. В нашем случае это Библия и ее толкование. Составлена книга книг была из Старого Завета и 27 других произведений. В их число входят деяния святых апостолов, Откровение Иоанна, множество посланий и, конечно же, Евангелие. If
If you forgive anyone their sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Кроме 4 канонических существуют и другие, но они по разным причинам были отвергнуты. В ряде случаев вопросы вызывала подлинность и достоверность описываемых событий. Именно со второй интерпретацией знака и взаимодействовал Джошуа, постоянно цитируя отдельные фрагменты Писания. Причем тут стоит делать поправку и на искажения при множественных переводах. Более того, в одном из диалогов выяснилось, что Джошуа даже отдает предпочтение конкретному Евангелию от Луки. He forced the writers to go with the Christian gospel according to Luke. They'd originally opted for John. Guess that's, important for... John's version is crude and over the top. The Gospel of Luke speaks more to my sensibility. Besides, Luke's Christ is prepared for what awaits him. I want the world to understand that. Feel it. Третий этап развития знака – это знак, который маскирует, что оригинала больше нет. В случае с христианством сам Бодрияр симулякрами называл иконы. Иконоборцы, с его точки зрения, боялись, что зримая машинерия икон подменяет при этом чистую и сверхчувственную идею Бога. Именно на этом этапе рождается так называемый симулякр. Ну а 4-й этап мы можем наблюдать собственными глазами в игре. На этом этапе знак вообще не имеет отношения к какой бы то ни было реальности, являясь своим собственным симулякром в чистом виде. Цитируя философа, речь идет уже не об отображении чего-либо, а о симуляции. В игре это, разумеется, созданный с помощью Джошуа брейн-данс. Если на первых этапах знак отсылает к оригинальным событиям, строился вокруг них, то на 4-м изначальное событие больше не нужно. Симулякр полностью его имитирует, перенимая отдельные черты. Люди больше не будут обсуждать страсти Христовы, они смогут обсуждать страсти Джошуа. Многие, услышав слова из его уст, не будут даже подозревать, из какой это книги и кому принадлежат. Они посчитают, что это слова лично Джошуа. Более того, брейн-данс – это крайне продвинутая технология. Она способна передавать человеку ощущение Джошуа, его искренность, его страдания и его искупление. Но, увы, все это имеет слабое отношение к христианству в целом и Иисусу в частности. Think of the millions jacked into their feeds like livestock. The children growing up in gang-infested streets. Do they know love? Think of the joy toys on Jig Jig Street. Coked out corpos in their offices and murderers who stalk the streets. I want to reach them. I will reach them. У Джошуа имеется свое прочтение Библии и свое понимание любви, в рамках которого он воспринимает большую часть людей так, будто они любви лишены в принципе. Когда он спрашивает главного героя, к тому времени потерявшего близкого друга и, возможно, построившего романтические отношения, знает ли тот, что такое любовь, это вызывает отторжение. Он все же бывший убийца, чья вера пусть и кажется искренней, но все же инфантильно. Она не успела пройти через горнило рефлексии, и его сообщение содержательно сильно отличается от тех тезисов, которые пытался донести Иисус. Но в рамках брейн-данса опыт Джошуа может оказать непоправимое влияние на массы и затмить собой первоисточник сильнее, чем любые классические экранизации до него. Дабы отрефлексировать Библию и идеи Христа, нужно немало времени, силы и упорства. К примеру, схоласты посвящали этому всю жизнь, но чтобы проникнуться чувствами Джошуа, достаточно будет нажать «вкл». В такой конкурентной борьбе первоисточник окажется в проигрышном положении перед легкодоступным суррогатом. Процесс превращения идеи в собственный симулякр – это не что-то уникальное исключительно для религии или веры, как бы вы к этим явлениям не относились. Этим процессом подвержены практически любые идеи или даже события. Широко известная серия эссе Бодрияра под названием «Войны в заливе не было», в которых речь шла о возможности срежиссировать или попросту выдумать целую войну в угоду своим политическим целям. Бодрияр предостерегал о подмене окружающей действительности, но это мы оставим вам для домашнего чтения. Okay, good. Put the village behind her.
Give me some flames. How about some screaming? And this just in, a Newsbreak special report from the Albanian front. We've just received information that the young Albanian national fleeing in this video is attempting to escape terrorist reprisals in her village. America has seldom witnessed a more poignant picture of the human race than that which armed... Fantastic. Great. That was good. They used the same process with the last Schwarzenegger movie. Fantastic. Isn't that amazing how they do that? Схожим образом, приколачивая Джошуа, мы на самом деле забиваем гвозди в христианство как идею в рамках вселенной игры, как бы грубо это ни звучало. Поразительно и то, насколько сам Джошуа близок к этой мысли. Во время разговора в баре, когда мы предлагаем обсудить какую-либо иную тему на его вкус, он захочет обсудить ремейк какого-то известного во вселенной киберпанка фильма. Мы можем заявить, что ремейк хуже оригинала или наоборот, но в любом случае рано или поздно в разговор встрянет Рэйчел, продюсер Джошуа. Chatter's pointless. That's enough. Stevenson can't be distracted. He has to focus now. Она заинтересована в том, чтобы Braindance вышел, и потому разговор, в котором более новое произведение в любом ключе сравнивают с оригиналом, кажется ей опасным для будущего выхода «Страстей Джошуа». Очевидно, Рэйчел-то все прекрасно понимает. Ее, как представителя бизнеса, мало волнует духовная или идейная сторона вопроса. Ее задача – создание успешного продукта, приватизация искренности. Страдания Джошуа рекламируются, тиражируются, на них приобретаются права. Сама сцена разговора в закусочной выглядит как дешевый ремейк «Тайной вечери», в рамках которой Иисус говорит своим ученикам о том, что будет распят и воскреснет. Но у Джошуа нет ни учеников, ни благой вести, но, возможно, у него все же есть своеобразное воскрешение. К слову, второй квест этой цепочки называется «Знамение Ионы». Речь тут идет, вероятно, о цитате самого Иисуса. Христос в беседе с фарисеями, требовавшими от него знамения, сказал, что им не дастся иного знамения, кроме знамения Ионы пророка, то есть 3-дневной смерти и последующего воскресения. Отсылку к этому моменту мы можем обнаружить на ноутбуке сестры жертвы Джошуа. Как и Христос, Джошуа тоже по-своему воскреснет. Возможно, не на 3-й день, но на широком спектре поддерживаемых устройств в лучшем качестве и, возможно, со скидкой во время праздничной распродажи. Впрочем, воскреснет даже не образ Джошуа как таковой, а лишь его симулякр, имитация. Большую часть Braindance'а он не будет присутствовать в кадре, его будут заменять дублеры, что-то будет взято из банка эмоций. И только в последней сцене распятия Джошуа отыграет свою роль, хотя афиши продвигают его как главную звезду. How's that even possible? Give me a break. We're part of EBM. Infinite investment in tech. A couple of years and we won't be using actors anymore. My dream of the day. So why Josh? Sounds like you don't even need him now. The Son of Man's agony. You can't weave it strictly out of digital threads just yet. Читая Бодриара, есть стойкое ощущение, что процесс интерпретации знака неостановим, и лучшее, что мы можем сделать, это приостановить его на какое-то время. Но избранный или навязанный Джошуа путь, возможно, приведет к созданию новой религии или секты его имени. Можно было бы на этом этапе осмелеть в своих интерпретациях еще сильнее и провести параллели с Антихристом. Тем более, что игра сама откровенно подталкивает к этому при помощи, например, граффити с 3 шестерками на улице, на которой мы впервые встречаем Джошуа. Но, пожалуй, не будем на этом зацикливаться.
Помимо параллелей с симулякрами, история Джошуа явно вдохновлена произведением Колин Маккаллоу «Символ веры третьего тысячелетия». В нем правительству США после наступления нового ледникового периода резко понадобился духовный лидер, который бы направлял людей и учение которого помогло бы выжившим справиться с условиями новой мальтузианской ловушки. Суть ее описал английский священник и экономист Томас Мальтус. Описывая современное ему доиндустриальное общество, он указывал на то, что неконтролируемый рост населения рано или поздно обгонит производство питания, что приведет к массовому голоду и смертям. В книге Маккаллоу одноименный мессия Джошуа был необходим именно чтобы ограничить своим учением потребление и размножение людей. У Джошуа в Киберпанке контекст совершенно иной. В Найт-Сити корпорации не пытаются решить с помощью мессии глобальные проблемы или поднять их. Вместо этого, как подсказывает нам одна из записок, они попросту обнаружили, что ниша произведений по религиозным и мистическим мотивам никем не занята. Перед брейн-дансом с распятием Джошуа уже вышло произведение о секс-похождениях демонов ада и жителей средневековой деревни. Подается оно как часть изучения философских вопросов о природе добра и зла. Порно под видом восстановления связи с духовным. Произведение, в котором Джошуа принимает участие, создано по очень строгому и специфическому канону, но не религиозному, а маркетинговому. Искренний Джошуа лишь используют, а возможно, он сам догадывается об этом. В студии рядом с ним мы находим книгу Экклесиаста, а вернее ее 9 главу, в которой помимо прочего сказано, что кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. В сухом остатке Джошуа поспособствовал созданию самодостаточной иконы, которой более не нужна ни Библия, ни концепт христианского бога. Золотой маркетинговый телец под видом цифровых кибермощей раскаявшегося убийцы. Концепт симулякров – это то, что пронизывает практически всю игру. Более того, один из них даже путешествует внутри нашей головы. Образ личности Джонни Сильверхенда проходит эволюцию от первого до, в зависимости от концовки, 4-го этапа развития знака. Он становится таким образом тенью собственной тени. Но является ли Сильверхенд живым в том же смысле, в котором живы, скажем, Ви или Панам? Он, кажется, обладает индивидуальностью, отвечает нам на вопросы, выражает свое собственное мнение. С одной стороны, все указанные персонажи обладают теми атрибутами, которые мы ожидаем увидеть от живых существ. Если выразиться словами Декарта, то они мыслят, а следовательно, существуют. Но если мыслящее существо может самозарождаться в сети, а сознание можно оцифровать и перенести в металлическую оболочку, то какая разница между машиной и человеком? В попытках провести хотя бы какую-то грань Киберпанк из раза в раз упирается в такой конструкт, как душа. Именно на обладание или необладание оной возлагается функция демаркации. Но о душе в Киберпанке мы с вами побеседуем уже завтра, 18:00 по московскому времени. Спасибо за уделенное время. Оценить нашу работу вы можете при помощи лайков и комментариев под видео. Не живите одной жизнью, живите многими. До скорого!